Номма Зарубина. Снова я читаю скандалы в социальных сетях. Несмотря на то, что ее вроде как бы арестовали в декабре 2025 года, но тем не менее это дело опять вытащили на поверхность. На этот раз всплыли факты ее романтических отношений с трансгендерной женщиной Сарой Эштон Чирило, которая помогала Украине, да, и благодаря отношениям с которой вычислили Номму. Так вот, чем мы сегодня с вами будем заниматься? Мне бы хотелось, опять-таки, оставить немножечко в стороне эмоции, весь вот этот вот интернетный шум и посмотреть на лицо этой горе-шпионки и задать вам несколько вопросов на эту тему. Я физиогномист, меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст, я читаю лица и составляю психологические портреты личности, консультирую как индивидуально, так и пары, а здесь на своем канале я делюсь особенностями физиогномики, особенностями этого метода визуальной психодиагностики, каким образом по чертам лица можно понять характер человека. И одной из последних тем здесь на моем канале это тема разбора мировых знаменитостей, либо лиц людей, которые стали знаменитыми благодаря тем или иным причинам. Ну, в общем, вы можете посмотреть мои плейлисты. У меня эти физиогномические разборы вынесены в отдельный плейлист. Там есть Илья Малинин, там есть Алиса Лью, там есть Эпштейн, там есть Трамп с Безосом. Вот. Поэтому там есть Петр Гуменник, поэтому вы можете эти разборы посмотреть. Последний разбор был, это Виктория Якимова, тоже скандально нашумевший новый консул в Доминиканской Республике. Обязательно посмотрите этот разбор. Я думаю, что вы очень много интересного и полезного найдете для себя, даже если вы к физиогномике не имеете никакого отношения и ничего об этом не знаете. А сегодня я бы хотела вернуться к лицу Номмы Зарубиной. Вот. И я предлагаю разобрать ее лицо с точки зрения, какой из нее шпион. Вот какая из нее шпионка. Вот. Я вам изложу работу метода по чертам лица, которые для меня, как для профессионала, прямо бросаются в глаза, и которые я не могла не заметить, и вы их не сможете не заметить. А вы мне ответите на вопрос, куда смотрели спецслужбы, непонятно, кстати, еще какой страны, когда они ее вербовали. И завербовали ли бы вы, каждый из вас конкретно, человека с такими характеристиками для того, чтобы он был для вас разведчиком, добытчиком информации или как бы реализовывал похожего вида услуги. Давайте немножечко отойдем от ее биографии. Она россиянка по происхождению. Последнее время достаточно долго жила в США, умудрилась там втереться в разнообразные круги. Да, она вела социальные сети достаточно ярко, причем я смотрела ее социальные сети, честно говоря, вообще непонятно, о чем они. То есть очень много разносторонней информации, и понять, о чем они, очень сложно. То есть то ли человек хвастается, то ли это такой стиль жизни, хотя я тоже иногда выкладываю совершенно непонятные фото. Вот. Ну, давайте рассмотрим ее лицо. Да, физиогномика, метод психовизуальной диагностики, позволяющий понять особенности характера человека по конкретным чертам его лица. Но я бы сказала так. Нет черт, которые работают сами по себе. Все черты лица показывают характер в системе. То есть это должен быть набор черт, чтобы мы могли понять, составить портрет личности в разрезе определенного запроса. Наш запрос сегодня – это какая из нее шпионка. Угу. Поехали. Первое, о чем я хочу сказать, это то, что вы видите на всех фото. Это ее вздернутый нос. Посмотрите, пожалуйста, вздернутый нос. Поднятый кончик носа, вот так. Особенно, когда на фото видно ноздри. Я с большим трудом нашла на видео и сделала несколько скринов. И я нашла даже, есть фото. В профиль, у нее в профиль фото практически нет, она их прячет почему-то. Я вам потом скажу, по какой причине. Мы тоже будем это рассматривать. Так вот, вздернутый нос говорит о том, что человек открытый. Но эта открытость, она граничит с наивностью. Ее легко обмануть. Вернее, я бы сказала так, это не ее легко обмануть, это она легко обманывается. Легко обманывается. Она легко может поверить не фактам, а тому, что ей говорят, то есть информацию, которую ей принесли. У нее отсутствует критическое мышление. Даже если оно есть, его там немного. Но, как показывает ситуация, в которой она оказалась, в которую она попалась,
так и критическое мышление у нее отсутствует. Скажите, пожалуйста, вот вы бы взяли на работу, в принципе, человека, у которого отсутствует критическое мышление и зашкаливает наивность, который готов верить всем, всему, чего бы ему не... Вот вы бы взяли, вот пишите мне в комментариях, да, я взял бы на работу такого человека. Если бы вы взяли такого человека к себе на работу, скажите, пожалуйста, что бы вы ему поручили делать. Потому что если, например, точить какие-то шестеренки на металлообрабатывающем станке, как бы там не нужно критическое мышление, и то я думаю, что нужно, то для остальной работы, наверное, оно пригодится. Отметили, да, вздернутый нос. Второй момент. Подносовой желобок. Каждый раз мы об этом говорим. В прошлом разборе Виктории Якимовой я тоже об этом говорила. И этот показатель зачастую может сыграть одну из важных ролей в составлении психологического портрета. У нее подносовой желобок не самый длинный, но длинный. Он не короткий. Он длиннее среднего. У меня есть вот эти вот рисунки, я их очень люблю показывать для того, чтобы вы понимали. Вот это короткий подносовой желобок, видите? Он коротенький. Расстояние между носом и верхней губой, вот оно, видите? А у меня длинный. У меня это вот этот. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Вот он. У меня тоже не самый длинный, но у меня с ней приблизительно похож. Длинный подносовой желобок. Это когда информация от губ, восприятие между губом и носом, да, улавливание, считывание, она двигается очень долго, и она достаточно плохого качества. Такие люди с длинным, удлиненным подносовым желобком называются авантюристы. Авантюрность здесь предполагает, я сейчас объясню, что, чтобы вы немножко не путали. Авантюрность в этом случае – это характеристика, которая заставляет человека вместо того, чтобы наблюдать за ситуацией издалека, да, вот ситуация, а я здесь стою, и вот я смотрю на нее, да, внедриться в эту ситуацию, находиться в ней и прояснять, что происходит уже там. Потому что таким людям это гораздо легче, чем стоять со стороны, наблюдать и не знать, да, что делать. То есть в то время, пока люди, у которых маленький подносовой желобок, да, они анализируют, чувствуют, потому что им это доступно. Люди, авантюристы, у них нет в доступе этой характеристики, им гораздо проще броситься в эту ситуацию, вскочить и там уже смотреть, что делать. Понимаете? Я хочу сказать, что эта характеристика, она не является негативной, как, собственно, и большинство наших характеристик. Потому что благодаря вот этой авантюрности реализовывается смелость каких-то действий, да, то есть пока одни люди там думают, прикидывают, считают, да, нет, сомневаются и выжидают там нужный момент, такие авантюристы, они уже снялись с места и уже побежали. Уже они побежали, они уже там, они могут наломать дров, да, но они получат бесценный опыт очень быстро. И благодаря таким авантюристам есть открытия, открываются какие-то бизнесы, создаются быстренько какие-нибудь проекты. То есть идет какой-то созидательный процесс. Он может идти неэффективно, но он идет, он есть. Вот. Я в таких процессах чувствую себя очень хорошо. Мне гораздо проще и легче это дается, чем если бы я наблюдала со стороны. Я не люблю наблюдать, я люблю жить эту жизнь. Вот она любит жить эту жизнь, она не может наблюдать со стороны. Она вкидывается в ситуацию и там чудит. Что она чудила? Она делала селфи с разными известными людьми, размещала их в соцсетях, пытаясь сказать, что... То есть, ответьте теперь сейчас мне на вопрос. Вы нанимаете себе шпиона. Вы бы хотели нанять человека вот с таким качеством? Какие риски несет качество неспособности выжидания удобного момента? Характеристика номер 3. У нее достаточно мощная челюсть. У нее не самая мощная, но она у нее не легкая. Это среднемощная челюсть. Она скорее будет давить. Поэтому большинство фотографий с известными персонами, там американские сенаторы, там какие-то личности, лидеры, там какие-то нашумевшие журналисты. То есть кого там только нет среди этих людей. Вот. Так вот, она настаивала на этих фотографиях. И ей это удавалось. Понимаете? То есть ее пробивная способность. Я бы сказала так. Нужно ли шпиону быть настолько пробивным, чтобы оставлять вот такие следы о себе? Или, может быть, он опять-таки займет позицию созерцателя, наблюдателя и будет выжидать где-то в сторонке, в уголке, оценивая ситуацию, что происходит, и не светиться, и не показываться у всех на глазах? Ответьте мне, пожалуйста, в комментариях.
Каковы риски в одном и во втором случае? Далее, что объясняет ее действия? Я нашла, как я сказала уже, я нашла фотографии в профиль. У нее вот здесь на носу есть горбинка. То есть у нее вот так вот просаженный нос и есть горбинка на носу. Это не орлиный нос, как говорят, вот, да, как описывают такие носы. Это не кавказский нос. Это горбинка на носу говорит о том, что чувство собственного достоинства является проблемной зоной. То есть ее очень легко зацепить за что-то, что задевает ее самолюбие. А значит, первое, она будет на это реагировать. Причем подсознательно и, скорее всего, быстро, неосознанно, инстинктивно, потому что это зашито у нее в природе. И второе, обязательно найдутся люди умнее на голову, чем она, для того, чтобы вот этим чувством собственного достоинства, ее, вернее, болезненным отношением, проблемами с чувством собственного достоинства сманипулировать. Вы поняли, что я только что сказала? Отмотайте назад. Сманипулировать. То есть характеристика, которая ставит свою хозяйку в зависимость от нее, является слабым местом, с помощью которого другие люди будут манипулировать. Угу. Понимаете, да, что я хочу сказать? Плюс, я думаю, что попытка показать себя в другом свете отражена на ее характере ведения социальных сетей. И нос с горбинкой сыграл здесь, скорее всего, очень даже главную роль. Это важно. Скажите, пожалуйста, вы нанимаете себе разведчика. Взяли ли бы вы разведчика, у которого проблемы с чувством собственного достоинства, и которым можно вот таким образом проманипулировать? Будет ли этот разведчик полноценен? Каковы риски того, что его быстро раскроют? Это вопрос в зал. Пишите в комментариях ответы. И последняя характеристика, о которой я хотела бы сказать, это большие глаза. С макияжем или без макияжа у нее глаза, скажем так, больше средних. То есть, если мы говорим о калибровке глаз, у нее глаза больше средних. Смотрите, с одной стороны, большеглазые люди обладают потрясающим визуальным потенциалом. Что-то придумать, что-то в голове у себя выстроить, какие-то проекты, это какие-то архитектурные сооружения, это дизайн. Особенно дизайн. Это шахматные ходы, когда люди перед своими глазами в своем воображении держат шахматную доску и помнят, где находятся фигуры. Ход королевы, королевский гамбит, вы все помните. Вот там актриса идеально... Энни Джой. Ну, в общем. Я потом картинку покажу. Вот. Понимаете? Вот идеально подобрано. Под героиню, которая визуализировала себе ходы. Но обратной стороной больших глаз является то, что человек обладает большой фантазией и зачастую теряет грань между фантазийным миром, между иллюзорным миром и реальностью. Теряет грань, он ее не видит, не чувствует, и иногда он смешивает воображаемое с реальностью. Вообще без отделения, без разграничения этих вещей. То есть, вместо того, выражаясь сейчас простым языком в контексте нашей ситуации, вместо того, чтобы видеть голые, холодные, конкретные факты, она запросто на основании действия эмоций, а она более склонная к эмоциональному восприятию, чем к рациональному, гораздо более склонная, она их будет придумывать. Причем ее богатое воображение даже сможет ее убедить, что это правда. Понимаете? Вопрос к вам еще один, последний на сегодня. Ладно, предпоследний. Хотели бы вы нанять к себе на работу человека, который витает в виртуальных мирах, а реальность смешивает с иллюзиями, с фантазиями? Также большие глаза – это сверхожидание. Сверхожидание, сверхочарование, которое влечет за собой потом сверхразочарование. То есть достаточно такая опасная штука, с которой надо уметь обращаться. Если у вас большие глаза, но вы научились контролировать себя, зная себя,
А если вы вдруг, как я в свое время, получили свой физиогномический разбор от меня, то, конечно же, вы научились контролировать, и вы уже можете поймать себя вовремя на неположенном поведении в этом отношении. Понимаете, что я хочу вам сказать? Так, итого, подобьем итоги. Давайте сейчас очень коротко. Мы еще коснемся темы шпионов, я вам обещаю. Мы еще, возможно, Джеймса Бонда рассмотрим как агента 007, да? Хотите, нет? Напишите, хотите вы Джеймса Бонда рассмотреть, да, что мы... Вот как я Шерлоков Холмсов, видели, да, этот разбор? Шерлоков Холмсов, когда разбирала, вот приблизительно в таком же духе. Разберем актеров, да, какие больше соответствуют. Знаю, все любят Дэниела Крейга, я люблю Шона Коннери до сих пор. Ну, как-то так сложилось в моей жизни. Вот. Еще раз, давайте вот эти вот просто вот эти 5 характеристик. Как вы думаете, по вашему мнению, нужны ли эти характеристики настоящим шпионам-профессионалам? Открытость на грани наивности. Раз, доверчивость. Открытость на грани наивности, доверчивость. Раз. Далее, авантюризм, заставляющий не выжидать в стороне, не наблюдать, а вскакивать в ситуацию, и там уже на месте разберемся. 2, то есть ввязываться в драку. 2, 3, напористость. 4, проблемы с чувством собственного достоинства, проблемы с самооценкой. И 5, подтасовка фактов, смешивание реальности с фантазиями. Склонность к этому. Как видите, я не хочу сегодня работать одна, я хочу заставить вас немножко включить мозг. Хватит 15 секунд для этого несложного анализа и написать мне ваши выводы, что вы думаете насчет ситуации. Каким на самом деле шпионом является Нома Зарубина. Я вас благодарю за ваше внимание. Я хочу в 2 словах сказать, что у меня в шапке профиля канала есть, во-первых, ссылка на PayPal, и вы можете меня поддержать чистосердечно, финансово. Второе, там же есть ссылка на платформу, где вы можете приобрести, но это только женщины, обучающий курс «Опасные мужчины» для того, чтобы считывать по лицу негодяев, а это очень хороший курс, сейчас на него скидки. Поспешите, пожалуйста. Вот. И третье, у меня существует стена, называется «Мое сообщество». Там подписчики моего канала могут оставлять мне сообщения. Вот, хотя общаюсь я, отвечаю на личные сообщения больше в Инстаграме. Вот. Но здесь на стене вы тоже можете мне что-нибудь написать. Стену, пожалуйста, почитывайте. И 4, периодически специально для своих подписчиков и не только, я провожу прямые трансляции. Это бывают парные трансляции с экспертами в других направлениях, которых я приглашаю на свои эфиры. Пожалуйста, у меня есть целая лента трансляций, зайдите туда, посмотрите. И второе, я провожу в онлайн прогулки по городу Гранада, в котором я живу, в Испании, потому что это очень исторический город, и, собственно, он очень красивый, и я рассказываю там какие-то исторические факты, гуляю и показываю его для вас. Поэтому у меня на канале есть достаточно разнообразный контент, делитесь, пожалуйста, им со своими друзьями, тут вам и польза, тут вам и развлечения, тут вам зарядка для ума, тут вам общение со мной. Вот, если есть какие-то мысли, пожалуйста, я готова вас выслушать. И на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасных выходных. Всех обнимаю.